Приветствую всех зрителей, слушателей и читателей. Продолжается цикл видео на тематику анонимные истории. У этого формата видео есть два главных правила. Первое правило – это анонимность. Тот, кто присылает свои истории и делится своим жизненным опытом, это все анонимно. Второе правило – это мы тут не судьи, и судить человека в формате данного видео не имеем на это права. Анонимный рассказчик поделился своей историей или может высказать ту информацию, с которой мы все можем быть лично или кто-то именно быть не согласны. Рассказчик может быть неправ в своих суждениях или заблуждаться, и выводы, как и свое осуждающее мнение, каждый слушатель ставить должен это все при себе. То есть сделать этот вывод где-нибудь в крайнем случае еще, но не под этим видео, не к комментарию к данному видео. По крайней мере, я так делаю. То есть с некоторыми ситуациями я сам лично бываю не согласен, но свое мнение по каким-либо вопросам я в данном формате видео не высказываю какое-то осуждающее свое мнение, хоть временами в самом деле хочется это сделать. Поэтому берите пример в том числе и с меня. Временами мне присылают истории наркоманы и алкоголики. И за эти истории некоторым из них бывает страшно, бывает обидно, бывает им стыдно. Эти истории разнообразны. От пугающих моментов с галлюцинациями и заканчивая уже плохими поступками ради употребления, за которые потом стало употребивших грызть совесть, и поэтому они решили об этом рассказать хотя бы в анонимном формате. Данную историю мне прислали также личным сообщением, и история о том, как у употребляющего экспериментатора, скажем так, произошла передозировка вследствие легкомыслия. Мне эта история показалась достаточно важной с точки зрения информации, и, возможно, данная история может быть по-своему полезна и интересна слушающим. Итак, мне пишут, начало цитаты. «Привет, я регулярный зритель твоего канала и хочу выразить благодарность за выпуск видеороликов. Решил воспользоваться возможностью написать тебе историю про передоз обезболивающим. На тот момент мне было 19 лет. Вес, наверное, это важно для понимания дозировок, примерно 70 килограмм. Ко мне в руки через приятеля попал препарат под названием фенлепсин 200 мг. Отдан за ненадобностью, был выписан по рецепту после операции. Приятель предупредил, что с половинкой одной таблетки был очень сильный эффект и надо осторожно рассчитывать дозировки. Изучив описание препарата, заметил, что он также является противоэпилептиком. В детстве у меня был один приступ эпилепсии, из-за которого состоял на учете у невролога и принимал лекарство депокин. Может, это тоже важный фактор в этой истории. Начав с рекомендованной половинки, эффекта на себе не ощутил, абсолютно никакого, что, конечно же, послужило стимулом увеличивать дозы до достижения желаемого эффекта. И вот в течение нескольких месяцев, пару раз в неделю, регулярно закидываю себя по 2, максимум 1 раз, 6 таблеток. Не оправдываю, но проблем социального плана или ущерб работоспособности в этот промежуток времени заметно не было. До этого употреблял только марихуану с 18 лет и алкоголь по крупным праздникам. Вот однажды на майский праздник, закинувшись 4 таблетками, я пошел на встречу с другом, чтобы погулять с ним по городу. Взял с собой еще столько же, предложить попробовать этому другу, условно назовем его Д. При встрече Д отказался, после чего мною было принято решение самому их употребить. Приняв суммарно 8 таблеток, я был уверен, что ничего плохого произойти не может. Через примерно 10-15 минут я понял, что ошибался. Началось головокружение и постепенно онемение по всему телу. Ноги стали ватные, от чего захотелось сесть. Далее началась сонливость и резкая сильная усталость. В целом было похоже на опьянение тела, но соображал более-менее адекватно. Объяснив, что со мной происходит, Д предложил вызвать скорую или пойти на автобус и поехать домой. Вариант со скорой мне не понравился по причине того, что пришлось бы объяснять всю ситуацию медикам. Вариант транспорта тоже не подходил, потому что это стало бы слишком заметно мое состояние, и из-за рвотных позывов меня могло там стошнить. Да и просто войти в автобус казалось непосильной задачей.
Поняв, что состояние постепенно ухудшается, меня начала охватывать паника, с которой я старался справиться. Но и стоять на месте был не выход, и мы двинулись в сторону дома. По пути добавилось онемение языка и круги под глазами. Постепенно идти было все сложнее и сложнее, ноги заплетались и голова кружилась все сильнее. Иногда появлялось ощущение, что я видел себя со стороны, как будто сзади, немного выше обычного роста. Опуская голову вниз, я попадал в странное состояние полусна. По неволе голова опускалась сама. На половине пути мы остановились в трамвайной остановке, где я сел на лавку. Настал пик передоза. В глазах начало двоиться, и дальние объекты попросту размываться. Несмотря на рвотные позывы, проблеваться не получилось. И тогда, оставшись сидеть на остановке, попросил Д сгонять в ближайшую аптеку за активированным углем. Сидя сопротивляться сну было в разы сложнее. Появились мысли о смерти от передоза. Не знаю, насколько была тогда высока вероятность умереть. Через несколько минут я начал вглядываться в прохожих в надежде увидеть Д. Чтобы сфокусировать зрение, приходилось посекундно закрывать один глаз и чередовать их. Со стороны это, наверное, забавно, когда на тебя смотрит человек с огромными синяками под глазами и постоянно подмигивает. Когда Д вернулся, я съел сразу 2 таблетки активированного угля в надежде вывести из организма обезболивающее. Было странное ощущение, что со мной происходят явно ненормальные вещи, и в то же время желание жить или инстинкт самосохранения искал варианты выжить, что ли. Я не знаю, как точно описать это. Также стоит заметить, что я не хотел, чтобы это состояние было заметно окружающим и тем более патрулям полиции. Мы продолжали путь, и на подходе к дому уголь дал о себе знать. Проблевавшись в парке за деревьями, усталость усилилась. Дальше все вышеописанные симптомы понемногу спадали, и я успешно уснул дома. Полностью от эффекта отошел только через сутки. Вот, собственно, и вся история. Можно у тебя узнать, насколько была тогда вероятность умереть, и была ли она вообще, или просто сильно накрутил себя. Извиняюсь за грамматику и термины, которые, возможно, неправильно были употреблены в тексте. Конец цитаты. Вся пунктуация и орфография сохранена. Вот такую вот необычную историю мне прислал человек. Ситуация описанная, возможно, чем-то сможет помочь окружающим. Что касаемо вопроса, в аннотации к препарату написано: при передозировке фенлепсина возможно возникновение нарушения сознания, угнетение дыхательной и сердечно-сосудистой систем, нарушение кроветворения, поражение почек. Также интересна запись в аннотации к препарату, а именно терапия неспецифическая, промывание желудка, применение слабительных препаратов и энтеросорбентов. В связи с высокой способностью препарата связываться с протеинами плазмы, перитониальный диализ и форсированный диурез при передозировке фенлепсина неэффективны. Проводится гемосорбция на угольных сорбентах. У маленьких детей возможно проведение заменного переливания крови. Лично я не могу отрицать возможную смерть от передозировки. В аннотации же были заметки на тему возможного возникновения нарушения сознания, которое и возникло. Так почему бы не возникнуть всему остальному, из-за которого человек может и умереть? Угнетение дыхания и смерть от того, что человек не может дышать. Нарушение функции почек и смерть от почечной недостаточности. Нарушение сердечного ритма. Предупреждение же было такое в аннотации. Спасибо данному анонимному рассказчику за то, что он поделился своей историей. Отрицательный опыт – это тоже опыт, который ценен по-своему, и может быть такой информации данный анонимный рассказчик смог уберечь или от употребления, или хотя бы от передозировок тех, кто слушает такие вот истории. А я напоминаю, что данные истории вы можете присылать мне или в социальную сеть ВКонтакте личным сообщением, или написать в живой журнал, как мне и прислали эту историю. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в социальные сети ВКонтакте в группу «Стоп употреблению». Благодарю за просмотр.